Итак, есть у нас резонансный контур, ферритовое кольцо, пуш-пул, частота на него приходит с генератора, и токовыми клещами будем мерить потребление с аккумулятора. Частота 87,5 кГц. Резонансный контур настроен на 87,5 кГц. Включаем питание. Видим максимальную амплитуду. Также видим, что есть рыбки в контуре. Потребление 20 ампер, и очень сильно греется катушка с центральным отводом. Видим, горит изоляция, идет дым. Давайте посмотрим поближе. Видим амплитуда 100 вольт на клетку, и у нас две клетки в одну сторону. Амплитуда 200 вольт в одну сторону. При этом потребление 20 ампер. Теперь давайте опустимся на ступень ниже, там где у нас есть рыбки, то есть с 87 на 62 кГц. Давайте посмотрим поближе. Амплитуда 20 вольт на клетку, и у нас 3 клетки в одну сторону. Амплитуда 60 вольт в одну сторону. При этом потребление 2 ампера. Получается, что амплитуда упала в 3 раза, но при этом потребление упало в 10 раз. Теперь давайте поднимемся на ступень выше от нашей резонансной частоты, то есть на 112 кГц. Частота 62 кГц. Частота 87 кГц. Максимальная амплитуда. И вот наша частота 112 кГц. На ней также есть рыбки. Смотрим ближе. Амплитуда 20 вольт на клетку, 2 клетки в одну сторону, итого 40 вольт. При этом потребление у нас 7 ампер. Давайте подведем итог. Значит, резонансный контур у нас настроен на частоту 87 кГц. И когда с генератора мы подаем эту частоту, у нас максимальная амплитуда это 200 вольт, но при этом потребление 20 ампер. Когда опускаемся на ступеньку ниже, на частоту, там где тоже есть рыбки, это 62 кГц, амплитуда падает в 3 раза до 60 вольт. При этом потребление
падает в 10 раз до 2 ампер. И когда поднимаемся на ступень выше, там где тоже есть рыбки, это 112 килогерц, амплитуда падает до 40 вольт, при этом потребление 7 ампер.